Здравствуйте! Сегодня я расскажу, зачем нужны, кто покупает и как собираются крайне бюджетные наборы для изготовления собственной катушки Tesla. Если вдруг вы грезите проектами гениального ученого и ушлого маркетолога Николы Теслы, то данная игрушка позволит вам прикоснуться к магии коронарных разрядов и прочих стримеров. Когда у вас в руках окажется действующий экземпляр, возможны многие варианты. От «ну и что делать теперь с этой фигней?» до «круто, теперь я хочу такую же размером с двухэтажный дом». Бывает так, что получишь какую-то новую информацию и закрадывается чувство, а вдруг это мое, а вдруг я захочу с этим связать свою жизнь. А потом мучаешься всю эту жизнь из-за того, что так и не попробовал. Ведь чтобы просто попробовать, порой нужно потратить уйму сил и средств. Так вот, эти наборы – прекрасный способ за недорого закрыть один из подобных гештальтов. Самому собрать и разработать такую штуку не так уж просто, и уйти на это может не один рабочий день. Тут же, например, синий набор на скеле собирается всего за 10 минут, а потом можно экспериментировать, изучая теорию и заменяя штатные элементы все более мощными. Однако чаще всего их берут для школьных или студенческих работ по теме резонансных трансформаторов или высокочастотных токов. Достаточно набора и статьи в Википедии, чтобы получить свою пятерку или зачет, что она может. Собранный вариант может производить коронарные разряды длиной от 1 до 5 мм и засвечивать небольшую газоразрядную лампу, которая идет в каждом комплекте. Это своеобразный эффект передачи энергии на расстояние без проводов. Набор покрупнее имеет стандартный аудиовыход 3,5 мм. Можно регистрировать разряды с помощью звука. Собственно, это все функции. Воспроизведение музыкальных композиций в комплект не входит, как минимум потому, что разряд практически бесшумен. Сборка. Для сборки нам потребуется паяльник. У меня это будет вот такой TS100, где 100 это возраст этого агрегата. Вы уже сразу можете оценить мою заботу о тех, кто будет собирать такие наборы. Расходники и инструменты были подобраны максимально убогие, как будто я другими пользуюсь, чтобы показать, что для сборки можно использовать что угодно и руки могут расти из любых мест. Конечно, потребуется канифоль и припой. У меня припой уже с канифолью где-то 3 рубля за грамм, так что он пыхает в разные стороны и еле-еле плавится. Для зачистки выводов катушки может потребоваться кислота. Судя по цвету в моей, скоро зародится новая жизнь. Удобно будет использовать набор «Третья рука», чтобы хотя бы третья росла не из-за. Нужна шлицевая отвертка под винты с крестом. Потребуются кусачки и клей для закрепления катушки на плате. Еще пригодится мультиметр для проверки качества работы и поиска неисправностей. Еще я буду использовать тестер элементов. Я раньше собирал их так же, как далее будет показано на видео. Но легче всего начать с приклеивания катушек. В синем наборе перед приклеиванием нужно установить светодиод, чтобы потом не мучиться. Здесь щедрые китайцы положили 2 одинаковых резистора на всякий случай. Устанавливаем его со стороны подписи, разгибаем ножки, чтобы он лучше держался. Дальше мы наш транзистор закрепим к радиатору. Конечно, по-хорошему это можно через термопасту сделать. Посмотрим, как будет работать без нее. Устанавливаем. Теперь можно поставить разъемчик, пока это все держится. Тут его только одной стороной можно поставить, по-другому не получится у вас. Кнопочку тоже устанавливаем, неважно какой стороной. Главное просто установить. Так, и еще нам нужно вот сюда вставить конденсатор. Да, конденсатор легче вставить, когда кнопка еще не стоит. Но у меня получилось. Тоже разогнем ножки, чтобы она зафиксировалась. Сложнее с катушкой. Здесь уже как будто залужен один контакт. Второй тоже надо залудить. Чтобы концы катушки как следует залудились, нужно уже кислоту использовать для этого. Берем ножки. Если без съемки на скорость, то можно собрать эту катушку примерно за 15 минут. Это у нас светодиод. Здесь тоже китайцы положили одинаковые светодиоды. Вот здесь вот как раз 2 места для крепления. Причем очень-очень мелким шрифтом написано, что левый это плюс, а правый это минус. На самом светодиоде одна ножка имеет крупный контакт,
А вторая ножка имеет мелкий контакт. Вот мелкий это плюс, и ножка обычно длиннее у плюса, чем у минуса. Плюсовую ножку мы ставим в плюс, более длинную, и тоже раскрепляем ее. Паяльник уже нормально прогрелся, закрепим сразу нашу кнопочку. Пропаиваем выводы диода, пропаиваем нашу кнопочку. Пропаиваем ножки нашего радиатора. Здесь нужно подержать подольше, потому что радиатор очень теплоемкий. И нужно дольше это пригревать, чтобы все у нас хватилось. Вон оно застыло как клякса, потому что не прогрелось до конца. Дальше пропаиваем ножки нашего транзистора. Раз. Два. Три. Вот здесь есть скошенная часть. Я эту скошенную часть прислоняю к ножке элемента, который хочу пропаять. Тем самым ее немножко нагревая и нагревая площадку. А потом просто уже припой расплавляется и сам липнет на нужные детали, соединяя их. Я, конечно, понимаю, что паяю даже, наверное, не на уровне любителя, но для объяснения как раз так и нужно. Все, так, остается у нас что пропаять? Только резистор наш остается пропаять, а потом уже разберемся с катушкой. По-хорошему надо все это спиртом протереть, но зачем нам это? Теперь вот залуженный контакт один есть. Мы его еще раз на всякий случай в кислоту окунем. Так. И тоже его обработаем разочек другой. Вон оно зашипело, значит реакция идет. Ответственный момент, надо этот кусочек не оторвать и хорошенько здесь закрепить. Вот в этом единственном выводе. То есть катушка у нас только одним выводом соединяется с платой. Так, разрежем тут не нужно. Все. Катушку закрепили. Берем лишние концы. Второй конец мы отгибаем максимально наверх. На этом конце у нас и должен быть наш разряд. Ставим, смотрим, чтобы у нас здесь ничего не замкнуло, не дай бог. Для этой катушки достаточно блока 12 вольт и 1 ампер. Я буду использовать свои блоки, у которых 12 вольт и 2 ампера, но по факту 12 вольт и где-то 1,5 ампера они дают. Разъем тут 5,5 на 2,5 мм. Включаем разъем, включаем кнопку. Отлично. Во, все заработало. Каждый раз радуюсь. Здесь у нас видно, как светится наша дуга. Слышно небольшое потрескивание, когда мы касаемся металлической части. Когда сильно подносим, лампочка гаснет. У нас есть такая маленькая дуга. Можно по пальцу. В принципе, на этом кончике образуется достаточное количество энергии, чтобы прожечь пленку, как в масло входит. Наш MOSFET тоже очень сильно греется вместе с радиатором, поэтому надолго ее лучше не включать. Еще функция — это засвечивать разрядные лампы. Как видим, просто выводы, ни к чему не подключены. Подносим, и она загорается вблизи нашей катушки. Чем ближе, тем круче. Магия. Magic. Все. Отключаем. После работы катушки чувствуется отчетливый запах озона. Это вот как раз воздействие коронарного разряда на воздух. Именно такого промышленного, химического. Дальше мы не жалеем клей. Клей у нас ничего не проводит. Когда клей застынет, катушка наберет достаточную прочность, и можно уже будет не так нежно с ней обращаться. А это у нас чаевые от сборки.
Теперь приступим к сборке более сложной модели. Тут у нас уже элементов побольше. Первым делом закрепим наши радиаторы. Затягивайте желательно посильнее. Тут у нас уже ножек на радиаторах нету. Эти на первый взгляд одинаковые детали в корне отличаются. Одна из них транзистор, другая MOSFET. Смотрите на маркировку и не путайтесь. Модель работать не будет, а поменять местами будет крайне тяжело. Откуда я это знаю? Ну, друг рассказал. Здесь у нас уже есть резисторы разных сопротивлений, 10 и 10 кОм и 2 кОм. Китайцы нам положили по 2 резистора. Определить их можно по цветовой маркировке в интернете, либо измерить мультиметром, либо воспользоваться транзистор-тестером, который тоже есть в продаже. Сначала идет коричневая полоса, красная, 2 черных и снова коричневая. Это на 10 кОм. Соответственно, другая маркировка это на 2 кОм. Так, ножки разгибаем им. Еще 2 кОм сюда идет. Дальше поставим конденсаторы. Здесь вот у нас 105 написано. Он не имеет полярности, поэтому его можно ставить каким угодно образом. Это у нас уже полярный конденсатор, где белая полоса, это значит у нас минус. И ножка тоже короче, поэтому короткую ножку мы ставим в минус. Заштрихованная половинка кружочка это всегда минус. Диоды тоже здесь подписаны, где плюс, где минус. Где треугольничек у нас плюсовая сторона, где нету треугольничка, там минусовая. Все то же самое. Длинная ножка это плюс, ножка с треугольником на конце это у нас минус. И еще есть один. Он здесь рядышком ставится. То же самое. Все плюс и минус. Большая ножка в плюс, маленькая в минус. Здесь у нас теперь разъем 3,5 мм для подключения наушников. Сразу его и закрепим. Капелькой фиксируем одну из ножек, чтобы она у нас никуда не убежала. Теперь у нас есть разъем для питания. Устанавливаем вот таким образом. Тоже фиксируем, потому что он хочет вывалиться. Набираем капельку припоя и фиксируем одну из ножек. Теперь все, можно переворачивать ее и пропаивать все места. Так, ставим острие на ножку, нагреваем ее. По жалу паяльника стекает у нас припой, соединяя плату с элементом. Паяется хорошо. Даже таким паяльником, даже таким припоем, даже такими руками. Даже снимая все на камеру. Вон как бахает этот припой. Так, часть сделана, чтобы нам было проще разобраться. Сейчас мы откусим лишние ножки. Одну мы не пропаяли часть. Но ничего, для этого мы как раз убираем все лишнее, чтобы она нас не отвлекала. Все непропои устраняем. У нас есть незаполненный элемент G3. Сюда можно сразу подвести питание проводами. Ставим наши транзисторы. Пропаиваем транзисторы. Транзисторы тоже очень теплоемкие, поэтому прогревать надо хорошо, но не допуская замыкания. Теперь второй плоскую часть к ножке и плавим наш припой. 3. Все элементы у нас припаяны. Здесь у нас тоже катушка только одной частью присоединяется к плате, а вторая у нас в воздухе повисает. И здесь уже китайцы ничего не залуживали, поэтому тут нам особенно нужно хорошенько все прокислотить. Все, у нас она стала такой серебристой. Соединяем это в L2, откусываем лишнее. Это провод первичной обмотки. Результат зависит от количества его витков и места расположения. Зачищаем концы, тоже их залудим. Максимальное количество витков вокруг катушки. Ну, например, вот столько. Ставим один конец в одну штуку, а второй обматываем вокруг катушки и ставим его в эту часть и тоже загибаем. Можно экспериментировать с заменой любых деталей количеством витков первичной и вторичной обмотки, напряжением питания. Мы как знатные шеф-повары. Заточим наш инструмент, набираем припой, закрепляем нашу первичную обмотку. Поставим сейчас сразу ее на ножки. Раз, два, три. Проверяем ее работоспособность. Здесь уже лучше использовать блок на 24 вольта. Берем нашу лампочку. Вот на таком расстоянии уже начинает работать катушка. Если прикоснемся пальцами,
пахнет человечиной. У данной модели, как я ни старался, дуга максимум миллиметр. Если вот у этой катушки у нас дуга где-то 5 миллиметров, то здесь при данной конфигурации примерно миллиметр. Еще одна функция этой катушки — это звуковой сигнал. Возьмем колоночку, включим ее. Идет постоянный сигнал. На прикосновение немножко реагирует. А на пальцы как он будет реагировать? Тут больше дыма, чем звука. Сейчас я подключаю неработающую колонку, и вот эта катушка издает звук, когда я подключил неработающую. Сейчас включаем ее. Прям такое идет серьезное звучение. Дуга тут уже красивая такая, достаточно длинная, почти сантиметра достигает. Сравнивая наборы, можно сказать, что первый набор гораздо проще и лучше настроен. Первичная обмотка находится прямо в плате, эффект коронарного разряда и стримеров заметен более отчетливо. Но тут всего пяток элементов, поэтому второй набор гораздо лучше подойдет для экспериментов и модернизации, а сборка его увлекательнее. И еще, скорее всего, по древней китайской традиции стоимость мосфетов и транзисторов гораздо дороже отдельно, нежели в составе этого набора. По безопасности. Данные трансформаторы достаточно маломощные, чтобы причинить серьезный вред. Угрозу могут представлять модели, начиная с мощности 50 Вт. Там, где слабенькая катушка просто попалит кожу, мощные могут прожечь до кости. А с этими экземплярами главное не делать так и так. Ну и, конечно, стандартные правила. Не оставляйте включенный прибор без присмотра, не оставляйте детей с прибором без присмотра, не оставляйте включенный прибор под присмотром детей. Смертельный удар током вы не получите, даже если будете ее облизывать. В продаже есть как собранные варианты, так и наборы для сборки. Есть большое количество разнообразных наборов для пайки, от самых простых на десяток деталей до пакета на пару недель увлекательной сборки. Ссылки на товар на AliExpress и на мой профиль в Авито в описании. Спасибо за просмотр и удачи!